Здравствуйте! В этом видео поставим пароль на папку и скроем ее от посторонних глаз. Рассмотрим на 2,5 примерах. Один из них совсем простой, второй тоже достаточно простой, но более надежный. В описании видео есть тайм-коды. Приступаем. Сначала будем ставить пароль на папку с помощью специального приложения Lock-A-Folder. Lock-A-Folder, на мой взгляд, очень приличная и простая программка, которая быстро устанавливает пароль на папку и скрывает ее от посторонних глаз. Программа Lock-A-Folder работает в Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 и всех их версиях и редакциях. Вот здесь у меня установлен Windows 7 Home Basic. 64-разрядная система. В домашней версии Windows не работает система встроенного шифрования EFS и BitLocker, то есть встроенное Windows шифрование здесь использовать не получится. Давайте проверим, как работает эта программа на этой винде. Скачаем ее со странички Google Код Архив. Ссылку, как всегда, разместил в описании видео. Открываем полное описание. И вот здесь ссылка номер 1. Нажимаю на нее. Здесь опускаемся чуть ниже и будьте внимательны, качаем вот эту версию Lock-A-Folder версия 10.3x64exe. Если у вас в окне свойств системы, которую мы посмотрели чуть раньше, 32-разрядная версия Windows, то вам нужно скачать вот эту версию. Итак, я просто нажимаю вот на эту ссылку. Программа скачалась быстро, это совсем небольшой файл. Загрузка появилась у меня здесь, потому что я использую браузер Google Chrome. И отдельно скачаем файл русского перевода. Ссылка также есть здесь же. Ссылка под номером 2. Нажимаю на нее. Здесь опускаемся почти в самый низ. И вот здесь есть файл Russian INI. Нажимаю на ссылку. На файлы с расширением INI многие браузеры реагируют не слишком хорошо. То есть, если у вас появилось такое же уведомление, вот здесь просто нажимаете кнопочку «Сохранить». Готово, файл скачался. Этот файл совершенно безобидный, давайте сразу в этом убедимся. Проверим скачанные файлы на популярном бесплатном сервисе VirusTotal. Я открываю новое окно. Переходим на сайт virustotal.com. Файлы скачались у меня в папку загрузки. Давайте проверим. Вот они, эти файлы. Давайте укажем сайту VirusTotal эти файлы. Здесь должна быть активна вкладка «Файл». Нажимаем «Choose File», то есть «Выбрать файл». И открываем загрузки. И давайте сначала проверим установочный файл. Нажимаю «Открыть». Как видите, все в порядке. Ни один антивирус не нашел ничего плохого в этом файле. Чтобы проверить еще один файл, возвращаюсь на шаг назад и снова нажимаю Choose File и выбираю вот этот файл. Файл русского языка. Нажимаю «Открыть». Как видите, оба файла чистые, ни один из антивирусов ничего не нашел. Можно смело устанавливать. Сворачиваю браузер, открываю папку загрузки, запускаю установку программы. Здесь нажимаю «Да». Здесь нажимаем I agree, install. Вот здесь снимаем вот эту первую галочку. Мы не будем запускать программу сразу после установки, чтобы самостоятельно добавить русский перевод. Нажимаю Finish. Программа установлена. Теперь копируем файл русского перевода. Правая клавиша «Копировать». Открываем компьютер. Открываем диск C. Папка Program Files x86. Здесь находим папку с программой. Она называется так же, как сама программа. Вот она. И здесь есть папочка Lang. Открываем ее. Здесь на свободном месте правая клавиша «Вставить». Нам написали, что для копирования в эту папку нужно обладать правами администратора. Нажимаем «Продолжить». Готово, русский язык вставлен. Закрываем все папки. И можно запускать программу. Здесь нам предлагают сразу же ввести мастер-пароль. То есть это будет тот самый пароль, которым мы будем зашифровывать доступ к нашим файлам и папкам. Нажимаю кнопочку «Ок» и ввожу пароль. Пароль может быть в принципе любым, но вы должны понимать, что вам нужно его запомнить.
иначе вы не сможете открыть программу. Я введу очень простой пароль 1, 2, 3, 4, 5. Нажимаю кнопочку ОК. Здесь для подтверждения нужно ввести еще раз тот же самый пароль. 1, 2, 3, 4, 5. Нажимаю ОК. Программа запустилась. У нее вот такой простой интерфейс. Давайте сразу же настроим русский язык. Вот здесь нажимаю выпадающий список и выбираю русский, который мы только что добавили. Теперь программа на русском, можно начинать работать с ней. Я пока закрою программу и давайте займемся файлами и папками, которые мы хотим вскрыть. Часто это бывает файл с паролями, папка с какими-то фотографиями. Это может быть также видео, документы или любые другие файлы. Ваши файлы, доступ к которым вы хотите ограничить, должны лежать в отдельной папке. Давайте создадим ее. Правая клавиша «Создать папку». Папку можно создать в любом месте. Я начал с рабочего стола. Назвать папку можно как угодно. Я просто напишу файлы. Теперь можно переместить сюда все эти файлы. Выделю их сразу вот так вот перетаскиванием и перетащу прямо в папку. Готово. Папка наша подготовлена к тому, чтобы ограничить к ней доступ. Теперь просто запускаю программу. При входе в программу нужно ввести пароль. Я ввожу тот самый пароль, который придумал. 1, 2, 3, 4, 5. Нажимаю ОК. Работа с программой очень простая. Нажимаем кнопку «Заблокировать папку». Здесь мы должны найти в этом проводничке ту папку, которую хотим заблокировать. Моя папка лежит на рабочем столе. Вот он. И называется она «Файлы». Вот моя папка. Выделяю просто ее здесь. Как видим, внутри у меня есть папочка «Фотки». То есть я выбрал верную папку, нажимаю ОК. Как видим, папка сразу же пропала. Мы можем просто выходить из программы. И теперь доступ к папке доступен только по паролю. То есть, чтобы открыть свою секретную папку, вам нужно запустить программу, ввести пароль, нажать на кнопочку ОК. Вот в этом окне будут перечислены все папки, которые вы заблокировали. То есть вы можете заблокировать не одну, а несколько папок. Когда вы хотите попасть в секретную папку, вам нужно выбрать ее здесь. Просто выделяем и нажимаем на кнопку «Разблокировать выбранную папку». Папка сразу появилась, мы можем открывать и работать с ней. При этом программу можно закрыть. И сейчас папка доступна как обычная папка. Можно добавлять сюда файлы, изменять вот эти файлы, если это необходимо. В общем, работать с ней в обычном режиме. После того, как вы сделали все, что необходимо, и хотите снова скрыть папку, просто снова запускаем программу, вводим пароль, нажимаем «Заблокировать папку», выбираем свою папку, нажимаем ОК, выход. Папка скрылась с рабочего стола, и доступа к ней теперь нет. Предыдущий способ хорош для тех, у кого на компе или ноуте одна учетная запись на всех. То есть компьютер просто включают и пользуются им все, кто имеет к нему доступ, без использования отдельных учетных записей для каждого юзера. Следующий способ хорош для тех, у кого есть отдельная учетная запись для каждого пользователя, защищенная паролем или пин-кодом. В этом способе мы используем встроенные возможности Windows, а именно EFS-шифрование. EFS-шифрование доступно в Windows 7, 8.1 и 10, начиная с редакции «Профессиональная». То есть в домашних редакциях оно недоступно. А здесь у меня стоит 10 Pro. Давайте посмотрим, как это работает. У меня есть три популярных типа файлов, которые пользователи защищают паролем. Это текстовый файл, фотография и видео. Я создам папку и помещу эти файлы в нее. Выделяю их вот так. Теперь я положу эту папку на диск C. Вырезаю папку, правая клавиша «Вырезать». Открываю проводник, локальный диск C. И вставляю ее сюда. На этом компьютере учетные записи двух пользователей, и сейчас к этой папке имеют доступ они оба. Чтобы закрыть доступ к файлам папки другому пользователю, можно ее зашифровать. Для этого на папке нажимаю правую клавишу, выбираю пункт «Свойства». Здесь на вкладке «Общее», которая открылась, нажимаем на кнопочку «Другие». И здесь ставим галочку напротив «Шифровать содержимое для защиты данных».
Нажимаю ОК. Применить. Здесь нас спрашивают, что мы хотим зашифровать. Оставляем второй вариант к данной папке и ко всем вложенным файлам и папкам. Нажимаю ОК. Здесь нажимаю тоже ОК. Я нажму вот сюда, чтобы открыть скрытые значки в системном трее. Здесь мы видим вот такой значок. Нажимаем на этот значок. Если вы спрятали какие-то файлы и папки от посторонних глаз, то логично предположить, что это нужные вам файлы. Если вы потеряете доступ к ним, то столкнетесь с определенными проблемами. Особенно это касается паролей. Поэтому отнеситесь к этому шагу серьезно. Сохранять файл ключа в том же месте, которое вы шифруете, не имеет особого смысла. Если нам понадобился ключ, то значит, скорее всего, мы потеряли доступ к файлам. А если ключ хранится рядом с файлами, то у нас не будет доступа и к этому ключу тоже. Архивация ключа шифрования позволит получить доступ к вашим зашифрованным файлам, если вы вдруг по какой-то причине его потеряли. Лучше сохранять ключ в другом месте, например, на другом диске, на флешке. И всегда лучше хранить подобные ключи за пределами компьютера, на внешнем носителе. Давайте заархивируем ключ прямо сейчас. Для этого нажимаю вот сюда. В мастере экспорта сертификатов нажимаем «Далее». Здесь можно оставить все выбранные элементы по умолчанию и нажимаем «Далее». Для того, чтобы зашифровать ключ, можно использовать просто пароль. Для этого выбираем вот этот вариант и печатаем здесь пароль. То есть здесь нужно придумать пароль для того ключа, который мы архивируем. Я ввожу пароль. Ввожу еще раз. Нажимаю «Далее». Здесь нужно придумать имя файла, то есть как мы назовем этот ключ. Я ввел вот такое название. Вы можете придумать любое название. По умолчанию ключ сохраняется вот сюда. Папку «Документы» на компьютере. Я оставлю этот вариант и нажимаю «Далее». Здесь нажимаю «Готово». Экспорт успешно завершен. Давайте проверим, где лежит наш файл. Вот он. Если вы хотите надежно сохранить доступ к своим зашифрованным файлам, то скопируйте этот файл куда-нибудь, лучше на внешний носитель. Итак, что же у нас изменилось? Давайте откроем проводник. Открываем локальный диск C. Здесь папка «Файлы». Я сделаю вид значков покрупнее. Мы видим, что у каждого файла появился вот такой замочек. Когда вы находитесь в своей учетной записи, то вы имеете абсолютно свободный доступ к этим файлам, то есть они у вас запускаются как обычно. Здравствуйте. Никаких дополнительных паролей для доступа к ним вам не нужно иметь. Теперь давайте посмотрим, что увидит другой пользователь, когда захочет получить доступ к этим файлам. Я выхожу из учетной записи. Захожу под вторым пользователем. Открываю проводник. Локальный диск C. Открываю папку «Файлы». Папка открылась. Теперь, если мы попытаемся открыть видео, то мы видим, что видео не воспроизводится. А если попытаться открыть текстовый документ, то нам написали, что отсутствует разрешение на открытие этого файла. Мы не видим содержимое файла. Если открыть фотографию, то здесь мы тоже не видим содержимого, и нам написали, что у нас нет разрешения для просмотра этого файла. Давайте попробуем посмотреть видео с помощью другого проигрывателя. Правая клавиша «Открыть с помощью», и давайте вот проигрыватель Windows Media выберем. Здесь сделаем рекомендуемые параметры. Ну и вот то же самое, то есть Windows Media не может получить доступ к этому файлу. Ну и последний метод только для того, чтобы убедиться, что лучше им не пользоваться совсем. Это скрытие папки при помощи bat файла. Файлы у меня лежат в папке.
Чтобы было проще работать, давайте включим отображение расширений. По умолчанию оно выключено. Если у вас текстовые документы и видео имеют только название без точки с расширением, то вам тоже нужно его включить. В Windows 10 это можно сделать так. Разворачиваем ленту, если она свернута, нажимаем вкладку «Вид» и вот здесь ставим галочку «Расширение имен файлов». Расширения появились. Сначала давайте скопируем код файла. Его можно скопировать в текстовой версии этой инструкции. Ссылка есть под видео. Ссылка номер 3. Если у вас откроется такое окно, нажимаем «Перейти на сайт». Здесь ищем заголовок. Ставим пароль на папку с помощью файла с расширением BAT и нажимаем вот на эту ссылку. Здесь нам нужно скопировать вот этот код. Начинаем вот с этих букв CLS, протягиваем до конца файла, выделение, до слова end. На выделенном фрагменте нажимаем правую клавишу, выбираем копировать. Можно закрыть браузер, он больше не понадобится. Теперь нужно создать текстовый документ. Прямо здесь внутри папки правая клавиша «Создать текстовый документ». Открываем документ. Теперь вставляем то, что скопировано в буфер обмена. Это можно сделать комбинацией клавиш Ctrl плюс V или просто правая клавиша вставить. Теперь нужно настроить пароль. Для этого поднимаемся чуть выше. До слов uPassword я выделяю вот этот фрагмент uPassword goes here и печатаю пароль. Я напечатаю очень простой пароль 1, 2, 3, 4. Будьте внимательны, здесь должно быть слово pass в значках процента, далее два знака равно, далее ваш пароль, потом пробел и слово go to. Мы настроили пароль, теперь нужно правильно сохранить документ. Для этого нажимаю «Файл», «Сохранить как». Сначала нажимаем вот сюда, где написано «Тип файла» и выбираем все файлы. Теперь кликаем по названию файла справа и печатаем название. Оно может быть любым. Я сделаю вот такое название «Pass», далее ставлю точку и пишу расширение. Вот именно так название файла .bat. Можно сохранять документ. Закрываем документ. Вот этот файл можно удалить. Теперь, кроме файлов, которые мы скрываем, в нашей папке появился вот такой файл под названием pass.bat. Просто двойным кликом запускаем его. У нас появилась папка Locker. Нужно перетащить все файлы в эту папку. Теперь внутри папки Locker находятся все файлы, которые мы хотим спрятать. И, кроме того, рядом с ней лежит файл под названием pass.bat. Снова двойным кликом запускаем его. Здесь нас спрашивают, вы уверены, что хотите заблокировать папку? И два варианта Yes и No. Проверяем, чтобы была включена английская раскладка и пишем букву Y или Y. Нажимаю Enter. Папка спрятана. Теперь, если закрыть окно, то у нас на рабочем столе есть папка файлы, внутри которой есть только вот такой файл pass.bat. Если запустить этот файл, то нам предлагают ввести пароль, чтобы разблокировать эту папку. Я ввожу пароль 1, 2, 3, 4. Нажимаю Enter. Папка появилась. Теперь у нас есть доступ к файлам. Чтобы спрятать папку, снова запускаем pass.bat. Опять пишем букву Y или Y и нажимаем Enter. Все бы ничего, но если другой пользователь нажмет на файле pass.bat правую клавишу и выберет пункт «Изменить», то он запросто может посмотреть пароль. Ему достаточно просто закрыть файл, снова запустить его и ввести пароль. Пользователь получил доступ к папке с файлами.
Вот такой способ. Использовать его или нет, решайте сами. Мы рассмотрели 3 способа закрыть доступ к секретным файлам. Первый способ с помощью программы Lock a Folder очень простой и доступен на любой винде. Минус в том, что программа версии 2012 года, автор не занимается ей. Но пока она неплохо работает. Второй способ более надежный, использующий встроенное шифрование Windows. Но он доступен только на старших редакциях Windows. Третий способ, на мой взгляд, не выдерживает критики. Если тема интересная, то поддержите это видео своими лайками и комментами. И в одном из следующих рассмотрим, как зашифровать раздел, диск на компьютере, а также флешку. Чтобы не пропустить эти новые видео, не забудьте подписаться на канал и включить колокольчик. Если это видео было вам полезно, ставьте лайки, делитесь видео с друзьями. Спасибо. Я благодарю вас за просмотры, лайки, комментарии. Отдельная благодарность тем, кто поддерживает мой канал. Меня зовут Евгений Юртаев. До встречи.